Здравствуйте! Сегодня у нас лекция для тех, кто интересуется формацией микрофлоры лекарственных растений и форм. В микробиологической промышленности используются как прокариотные, так и эукариотные организмы, бактерии, актиномицеты, дрожжи. В Киеве в 1728 году с высочайшего позволения императора была выдана привилегия на открытие первой вольной аптеки в Киеве. Этим провизором стал Иоганн Гейтер из Герпта. Аптека разместилась в старинном здании у Фроловского монастыря. В ней продавалось около 1000 наименований лекарств. В основном лекарства были растительного происхождения. Сейчас здесь действует аптека-музей, где воссоздана обстановка XVIII века. Существует два вида обсеменения микроорганизмов. Представителями нормальной микрофлоры это эпифитная микрофлора. Представители нормальной микрофлоры обитают на поверхности листьев, на семенах, на прикорневой системе. Эти микроорганизмы являются эпифитными. На поверхности свежесрезанных листьев обнаруживается два вида микробов. Это Эрвиния хербикола, грамм-отрицательные палочки, короткие, с двумя полярными жгутиками, которые на мясопептонном агаре образуют слизистые колонии золотисто-желтым пигментом. Второй микроб – это Pseudomonas fluorescens. Это грамм-отрицательные палочки с двумя полярными жгутиками на мясопептонном бульоне и мясопептонном агаре. Они дают рост с флуоресцирующим пигментом. Pseudomonas fluorescens может находиться и в почве вместе с анаэробными спорообразующими бактериями. На данном слайде видны растения, и на прикорневой системе обитают представители нормальной микрофлоры. Особенно массивно заселены микробами растения, которые произрастают на полях орошения, на свалках, на местах выпаса скота. Конечно, заселенность микробами растений зависит от экологической обстановки. Чем хуже экология, тем больше появляется фитопатогенных микробов. Итак, мы с вами рассматриваем фитопатогенные микробы. Фитопатогенные микробы – это болезнетворные микробы, которые населяют растения. Они могут быть бактериального происхождения, их называют бактериозы. Бактериозы передаются через зараженные семена, через остатки больных растений, через почву, воду и воздух. Представители рода Эрвиния вызывают болезни типа ожога, вызывают увядание, мокрую или сухую гниль, и эти заболевания встречаются в природе достаточно часто. На данном слайде вы видите пораженные листья растений. На листьях вы видите бактериальную пятнистость. Пятна эти разной формы и разных размеров. Бактериозы
также могут вызывать, помимо эрвиний, роды Pseudomonas, род Xanthomonas, род Agrobacterium и род Corynebacterium. Фитопатогенные вирусы и грибы также относятся к патологии растений. Вирусы вызывают мозаику и желтуху, а грибы – это в основном грибы рода Penicillium, Fusarium, Aspergillus. Опасные для человека из них микофитозы. На данных слайдах вы видите растения, пораженные фитопатогенными вирусами. Лекарственные формы бывают жидкими и мягкими. У жидких лекарственных форм высокое содержание воды, имеются растительные масла, а содержание в составе мази антимикробных веществ не всегда гарантирует их микробную чистоту. В твердых лекарственных формах риск микробной порчи гораздо меньше, поскольку нет условий для размножения микробов. В жидких инъекционных лекарственных формах происходит обсеменение настоев, отваров, и тогда появляются признаки порчи: помутнение, изменение цвета, пленка и необычный запах. Срок хранения микробных настоев и отваров обычно достаточно ограниченный, а спиртовые настойки меньше склонны к порче, так как алкоголь оказывает антимикробное действие. Признаки порчи нестерильных лекарственных форм: изменение цвета, неприятный запах, помутнение, осадок, пленка сверху и изменение консистенции. Запоминайте основные признаки порчи нестерильных лекарственных форм: изменение цвета, неприятный запах. Для того, чтобы определить микробную загрязненность, используется тест микробы, и в аптеках проводится бактериологический контроль лекарственных форм. При бактериологическом контроле используются тест микробы и питательные среды. Эти питательные среды определяются Государственной фармакопеей России. Нарушение требований государственной фармакопеи делает результат анализа неинформативным. К таким питательным средам относятся среда Эндо для обнаружения Escherichia coli, среда Сабуро с антибиотиками для обнаружения Candida albicans, желточно-солевой агар для обнаружения стафилококка, среда Китта тароци для обнаружения анаэробов. На данном слайде видна чашка Петри со средой Эндо, и здесь, к сожалению, выросла кишечная палочка, наличие которой свидетельствует о фекальном загрязнении данного объекта. Бактериологический контроль осуществляется работниками санэпидслужбы. Инъекционные препараты должны быть стерильными. По современным требованиям наиболее жесткие требования именно к препаратам для новорожденных и для глазных капель.
режим стерилизации, как было сказано, устанавливается государственной фармакопеей. Но в некоторых случаях даже стерильный препарат может давать какие-то осложнения. С чем же это связано? Это связано с тем, что стерильный препарат может содержать пирогены. Что же такое пирогены? Пирогены – это вещества растительного происхождения, являются продуктами жизнедеятельности микробных клеток. Они содержат протеины, липиды и полисахариды. Они бывают первичными экзогенными и первичными эндогенными. При введении пирогенов у пациента возможно повышение температуры и вазомоторное расстройство. Пирогены устойчивы к нагреванию, и они, как эндотоксины бактерий, проходят через бактериальные фильтры. На данном слайде указан механизм действия пирогенов. Разбираются причины лихорадки, которые возникли при введении данного медикамента, в результате чего возникло повышение температуры тела пациента. По требованиям государственной фармакопеи растворы, изготовляемые для инъекций, перед стерилизацией должны содержать не более 30 микробных клеток в 1 мл, а время от момента их изготовления до стерилизации не должно превышать 1,5 часа. Дистиллированная вода, предназначенная для изготовления стерильных лекарственных форм, до стерилизации не должна содержать кишечной палочки. Общее количество микробов не должно превышать 10-15 клеток в 1 мл раствора. Глазные капли и лекарственные средства для новорожденных готовятся так же, как и растворы для инъекций в асептических условиях. Таким образом, мы с вами сегодня разобрали тему микрофлора лекарственных растений и лекарственных форм, познакомились с эпифитными и фитопатогенными микробами, с признаками порчи лекарственных форм и с тем, что такое пирогены. Благодарю за внимание.